Друзья, в этом влоге я расскажу вам о непопулярном, но безумно красивом острове Индонезии всего в 30 минутах от Бали. Мы поговорим о ценах, где и за сколько снять байки, куда съездить, чтобы увидеть невероятно красивые места, где искупаться, куда не стоит ходить и где вкуснее всего поесть. Конечно же, сделаем обзор жилья. Не забывайте подписаться и погнали! Друзья, делаем рум-тур нашего домика. Он небольшой. Мы снимали его на 2 ночи, что мне очень понравилось. Здесь, конечно, невероятно красивая душевая. Постоянно, значит, у вас будет ощущение, что вы Белоснежка. Здесь везде у нас птицы, гекконы. В общем, все очень аутентично, прям в балийском стиле. Если вы хотите ощутить какой-то такой азиатский вайб, то вам точно стоит выбирать подобное жилье. До этого мы останавливались немножко в другом отеле. Ну, а здесь, в общем, вот такая вот у нас лестница. Это не совсем удобно, потому что, когда идет дождь, вам нужно брать зонтик, чтобы сходить в уборную. Ну, соответственно, это не всегда удобно. Совсем небольшая комната, не знаю, сколько тут квадратов, но она прям небольшая. Есть сетка от москитов, чайник. У нас не было никаких принадлежностей, типа щеток и прочего. Все мы покупали самостоятельно. Самое классное в этом жилье, что у нас вид на океан. То есть каждое утро вы просыпаетесь, выходите вот так на балкончик и наслаждаетесь вот такими потрясающими видами. И когда мы спускаемся вниз, у нас тут такой еще бонус, гамак, какие-то йога-маты, такая вот атмосферка здесь. Можете позвонить своему другу, если хотите, чтобы он спустился. Так, давайте пройдемся по территории и немножечко расскажу об этом острове. Для того, чтобы добраться до острова, мы приезжали в Санур-порт, заранее покупали билеты, но немножечко, очень сильно облажались, потому что у нас цена была чуть ли не в 4 раза выше. По Китусу стоимость от Бали до Лимбангана у вас составит 120 тысяч рупий, при условии, что вы уже в порту покупаете билеты. Понятное дело, наличие их не всегда гарантировано, но я думаю, ничего страшного не случится, если вы просто приедете по факту и возьмете их. Можно заранее забронировать, просто найдите там какого-нибудь перевозчика, его номер, и, соответственно, можете написать заранее, спросить. А так приезжаете в Санур-порт и, соответственно, отправляетесь на любой удобной лодке. Там они ходят в 8:30, в 9:30, в 2 часа дня, в 4. В общем, они весь день ходят с какой-то периодичностью, поэтому вы доедете. Если же вы будете бронировать билет заранее, мы, например, покупали его за 450 тысяч рупий на каждого человека, неважно, китос или не китос, и это просто нам гарантировало стопроцентный проезд. Но мы жестко переплатили. Тем временем посмотрите, какая тут территория красивая. Вечером прям супер подсветка. Какие тут домики еще есть, у всех гамаки. Очень все очень красиво. Значит, что есть на острове? Самая популярная локация, начнем с нее, это, конечно же, Devil Tears. Приезжаете, там такой спот, разбиваются очень сильно волны, все это очень эффектно, можно снять красивые видео, ну и в принципе полюбоваться такой лазурной водой, это действительно очень красиво. Нужно смотреть расписание приливов и на приливе на этот Devil Tears приезжать, потому что в первый раз мы приехали, неважно утро, день или вечер, просто смотреть по состоянию океана. Мы приезжали в то же самое время и волн особо не было. Но вот в эту поездку нам очень сильно повезло. Еще одна классная локация – это мангровые леса. Они находятся чуть-чуть подальше. Сейчас все локации буду прикреплять. В прошлую поездку мы брали лодку. Тоже все здесь стоит, немножко выше цены, чем на Бали. В сравнении с островами Гили, где все дешевле, на Гили, например, плохое жилье.
ужасная. Мы когда ездили в прошлый раз, в нашем номере вообще была крыса. Я не находила еще там какое-то классное жилье, в отличие от Лимбангана. У нас, кстати, тут на втором этаже завтраки очень даже неплохие, с красивым видом. Прикрепляю я название отеля. Приезжайте сюда просто почилить на бассейне, платите 50 тысяч, не обязательно тут жить, и наслаждаетесь, знаете, вот такой вот красотой. Следующая классная локация, я думаю, это Голубая лагуна. Мы вчера туда ездили. Вы можете легко запутаться, потому что, чтобы попасть в эту Голубую лагуну, вам нужно будет пройти через Beach Club. Только через него можно посмотреть на вот эту вот красоту клиффов, лазурные, вот это вот рифы, лазурную воду. В общем, потрясающе красиво. Обязательно снимайте байк. Он стоит, мы берем всегда от отеля, не стоит снимать байк, когда вы только приезжаете в порт. Там будут наценки, и тем более, честно, я вот не доверяю таким вот ренталам. Это всегда проще от своего отеля. У каждого отеля есть свой вот этот прокат. Где-то 85 тысяч, может быть 100 у вас будет в сутки за байк. Байки будут не то чтобы вау, они будут на ключе, не как на Бали. И цены здесь, кстати, они повыше, чем на Бали. Они повыше в ресторанах, они чуть повыше на жилье, потому что Лимбанган — это такой курортный остров, как, наверное, знаете, может, Майами в Америке. То есть вот здесь прям такая природа, все вот как в Улувату стиле. Вот кто на Бали ездил, знает, то здесь прям весь остров вот как Улувату, только еще красивее. Есть пляж, вот, например, как у нас, Dream Beach называется. Это тот самый популярный пляж, самый он красивый. Здесь можно покупаться. Опять же, надо следить за отливом, приливом. Белоснежный песок. Здесь нет никаких шезлонгов, нельзя ничего не арендовать. Но есть вот наше кафе. Говорю, опять же, можно 50 тысяч заплатить, чилить у бассейна, пользоваться баром, сходить в ресторан, в принципе, арендовать полотенце и особо не заморачиваться. Пойдем к ресторанам. Хайрайзен первый называется, да, он отлично подходит для ужинов и для заката. Потрясающий закат открывается, очень хороший сервис. Каждый раз вот мы приходим, мы прям очень кайфуем. Также еще один, это итальянский ресторан, прикрепляю тоже название. Потрясающий тоже вид, вкусная еда, сервис относительно неплохой. В принципе, тоже рекомендую. И для завтраков есть тоже очень классное кафе. Там потрясающе красивый вид на лазурный вот этот берег, на катера. Если повезет, если не будет облачно, откроется вид на вулкан. И это, конечно, супер. Обед у них, обед-ужин я не советую, но вот для завтрака сэндвич, какие-то боулы, кофе, да, вкусно, но, опять же, будьте готовы, что цена будет выше среднего. В принципе, я очень кайфую от Лимбангана. Мы в прошлый раз ездили, брали тур на Мант смотреть. Как это происходило? Мы отдали всего 15 баксов за человека. Тур длился где-то часа, наверное, 4. Рано утром мы приплывали в какой-то там пляж, который рядом с портом. Нас посадили в лодку, мы поехали к Нуса-Пениде и искали споты, их несколько, чтобы посмотреть Мант. Нам выдавали ласты, выдавали маски, жилеты, и нас даже фотографировали на GoPro. То есть все это входило в стоимость всего $15, и это, конечно, было просто незабываемо. И нигде еще таких цен и сервиса не видела, что очень удивительно для Лимбангана. Относительно Нуса-Пениды мы не ездили, я, честно говоря, не знаю, что там делать, кроме как снорклинга, но снорклинг, он и здесь потрясающий, вас также забирают, возят. Однако снорклинг, например, такой, как на островах Гили, вы здесь не найдете. Здесь более такие буйные, шумные пляжи. Нет такого, как на Гиле, что вы вышли на пляж и 2 метра прошли, и уже плаваете там с черепахами, с рыбками. Здесь такого не будет, здесь больше такой какой-то вот визуал, не знаю, американских фильмов для меня. Также я еще хочу отметить Hidden Beach. Мы были на нем тоже где-то месяц назад, в наш первый приезд. Там вообще никого не было. Это какой-то безлюдный такой пляж,
вы будете ощущать себя Робинзонами Крузо. Но будьте аккуратны, потому что, знаете, нет-нет, а местные там потом рыбку и будут ловить. Не стоит так оставлять вещи, там, может, поздно вечером ходить. И не то чтобы запугиваю, говорю, что здесь небезопасно, но вот я, по крайней мере, везде передвигаюсь с мужем. Поздно ночью мы там нигде не ползаем, ни по каким пляжам. Я вот в плане воровства ничего тут такого не слышал. Знаете, что как на Бали. Сумки сдирают, телефоны выбирают. Но всегда лучше в Азии, понимаете, быть осторожней. Все самое такое актуальное, подробное я всегда выставляю в данной соцсети, прикрепляю. Обязательно подписывайтесь. И, конечно же, если это видео было вам полезно, я буду рада увидеть ваш лайк, комментарий, конечно, колокольчик, репост, все возможные реакции, делитесь своим мнением. И, конечно же, пишите, кто уже был на Лимбанган, что вам понравилось. Может, вы можете посоветовать какие-то классные места, которых я не нашла. Почему-то Лимбанган, он не такой популярный. Честно, для меня это какая-то загадка. Каждый раз, когда я выставляю истории, мне все балийские ребята спрашивают: о, это где такая красота? Хотя остров, он всего в 30 минутах находится. Для меня Лимбанган — это уже как дача. Знаете, когда ты приезжаешь, тут особо делать нечего, берешь тебе какие-то раздолбанные байки, едешь без шлемов, тут нет полиции, здесь нет никаких обязательств по поводу шлемов, поэтому просто так на лайте, на чили, везде купаетесь, загораете, кухня здесь неплохая, вот опять же заведение посетите, которое я вам сказала. Вот что еще хотела сказать, точно, мы посетили греческий ресторан вчера, и это, конечно, был какой-то фейл, потому что нас очень привлекла красивая картинка, безупречно, все было просто вот белее и более чище рестораны я, наверное, не встречала. Такой сервис потрясающий, сервис тоже неплохой, но качество еды, боже, нет, спасибо, больше мы туда не пойдем. Можно прийти исключительно, знаете, выпить коктейльчик, хоть десерт съесть, знаете, что-то такое легкое, потому что как только вам приносит блюдо, ощущение, что вы где-то на свалке находитесь, прилетает безумное количество мух, вам от них просто не отбиться. Свечки ставят, еще всякую ерунду, это не помогает, и в итоге вы сидите и едите как в помойке. И напротив есть классная пекарня, французская, там прям такой европейский вайб, там вкусный кофе, вкусные круассаны и мороженое еще на развес. Я пришла на массаж. И будет он у меня под шум океана. Красота. Лежите, наслаждаетесь массажем и видами. Так что вот такая вот информация по поводу острова. Надеюсь, она была интересной, полезной. И посмотрите обязательно мои влоги с Бали. Они информативные, классные, веселые. Там очень много подборок по поводу мест. Я рассказывала уже про жилье не раз. Если вам это будет актуально, пишите в комментариях, на что вам сделать обзор. Может быть, вам интересно жилье, может, вам интересны цены в кафе. В общем, я открыта для ваших предложений, друзья. Я всегда рада обратной связи. Все, целую вас и до встречи в новых влогах. Пока-пока.